Приветствую всех! Вам когда-нибудь попадались вот такие витражи прямо в тротуарах? Однажды, много лет назад, случайно ступив на подобный стеклянный участок на одной из улиц Лондона, я была удивлена и очарована. Мне показалось, что это просто старинное украшение города. Или все же у него было какое-то конкретное назначение? Какое? Кто этим пользовался? Тогда я не нашла никакой информации. Но недавно мне попалась на глаза старая реклама. Полупризмальные тротуарные светильники для освещения подвалов, погребов и подземных квартир. Только на одной Бонд-стрит в Лондоне они были установлены более чем в 60 заведениях и широко используются по всему Лондону и в провинциальных городах. Подземных квартир? Вот здесь я окончательно зацепилась за тему и начала искать. И знаете, неудивительно, что тогда я ничего не нашла. Даже сейчас, в век тотальной доступности информации, о тротуарных светильниках известно удивительно мало. Пара англоязычных статей, повторяющих друг друга, и страничка в Википедии, причем только на английском. И все. По официальной версии, эти светильники были изобретены в 1840-х годах американцем Тадеосом Хаятом. Они представляли собой чугунные плиты с монтированными стеклянными линзами, пропускающими дневной свет в подвалы и подземные помещения. Внутри призматическая структура, которая преломляла дневной свет и направляла его на нужные участки. Как писали в рекламе, чтобы сделать пространство более удобным и приятным. А ночью, если внизу включался свет, начинал светиться уже сам тротуар. Такие конструкции действительно работали. Простое плоское стекло не давало нужного эффекта, а призмы позволяли добиться полноценного рассеянного света. Позже подобные светильники стали производить и в Великобритании, например, фирма Hayward Brothers, чьи рекламные изображения до сих пор можно найти в архивах, а также в других странах Европы. Собственно, это все, что рассказывает нам официальная версия. Нет никаких внятных объяснений, почему подобные конструкции начали массово и практически одновременно появляться в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Амстердаме, Мельбурне, да по всему миру. Что в конце XIX века началась повальная мода на рытье подвалов под уже построенными зданиями, а потом возникла гениальная идея их остеклить? И дневной свет пропускают, и движению по тротуарам не мешают. Не выглядит ли это все как заранее написанный сценарий, под который потом просто подогнали факты? Как ни крути, вывод напрашивается только один. Подземные этажи уже были, причем повсеместно. А тротуарные светильники понадобились лишь за тем, чтобы продолжать использовать эти погребенные постройки, снабдив их светом. И заодно скрыть сам факт их погребения. То есть речь может идти о маскировке, своеобразном камуфляже, покрывающем следы вынужденного поднятия улиц. Вы ведь наверняка слышали о гипотезе грязевого потопа. И мне кажется, что эти витражи вовсе не изобрели в XIX веке, как утверждает официальная версия. Скорее всего, идею просто позаимствовали из уже существующих решений. Взгляните, например, на фотографию Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке 1910 года. Пол зала ожидания буквально усыпан стеклянными ковриками. Официальная история уверяет нас, что вокзал построили уже после изобретения тротуарных светильников. Но, скорее всего, все было наоборот. Кто-то быстро понял, что эти призмы – удобный инструмент, в том числе и для формирования нового исторического нарратива. А дальше началась игра в декорации. В одних местах тротуары покрывали витражами, в других ограничивались вентиляционными решетками, а кое-где просто засыпали все полностью. И, возможно, приняли решение оставить запасные этажи на потом, как это, вероятно, произошло с охотным рядом в Москве. Это фотография 1995 года. Выглядит так, что охотный ряд не строят, а откапывают. А здание, ставшее основой нынешнего торгового центра, уходит вглубь куда серьезнее, чем на 1-2 этажа.
и об этом предпочитают молчать. Интересно, но в России, по-видимому, не устанавливались тротуарные светильники в конце XIX – начале XX века. Я их, по крайней мере, никогда не встречала. А вы? Может быть, кто-то из вас находил такие стеклянные вставки на улицах своего города? Википедия перечисляет страны и города, где они еще сохранились. Но о России ни слова. Максимум по приближению к российским границам – это Львов и Таллин. Но вот что любопытно. Во Львове эти уличные стеклянные коврики имеют маркировку Luxfer Prism Company. Это известная чикагская фирма, основанная в 1897 году. Она поставляла стеклянные призмы в разные страны Европы. Но куда интереснее Таллин. Сюрприз-сюрприз. Читаем, что выбито на сохранившихся там плитах. Санкт-Петербургское стекольно-промышленное акционерное общество. То есть эти самые тротуарные светильники были произведены в Санкт-Петербурге, предположительно в период с 1911 по 1914 год, когда существовало это предприятие. Значит, в России их не только знали, но и изготавливали. Тогда почему же их не видно на улицах российских городов? В России не было наполовину засыпанных зданий. Многочисленные фотографии, гуляющие в интернете, говорят об обратном. Возможно, в России кто-то однажды предусмотрительно решил, что лучше изначально пресечь излишнее любопытство. Потому что витраж в тротуаре – это визуальное напоминание о чем-то под землей. А если это что-то действительно существует, то возникнут неудобные вопросы. Кто это построил, когда и почему мы об этом ничего не знаем? Так что, возможно, как и с московским метро, решили, что проще просто ничего не рассказывать. Кстати, о Москве. В моих поисках, среди прочего, мне попалась реконструкция проекта Большого театра. На схеме видно, под зданием 6 подземных уровней, 26 метров вниз. Проект был реализован в ходе масштабной реконструкции театра. Но на плане четко видно, эти этажи уходят под саму театральную площадь. И это лишь то, что признано официально. Но что, если даже это только верхушка айсберга? Тротуарные светильники – еще одна странность в нашей истории. Еще одна улика против официального нарратива. Еще один фрагмент мозаики, вписывающийся в гипотезу, что относительно недавно на Земле могло произойти нечто глобальное. Что-то, что переформатировало облик городов и оставило нам в наследство засыпанные улицы, забытые или скрытые от людей технологии и многочисленные этажи под землей. Представьте какое-нибудь известное старинное здание в вашем городе. Как глубоко оно может уходить вниз? 3 этажа, 5, а может быть 10? И теперь, глядя на этот фейковый большой театр или Кремль, уходящий этаж за этажом под землю, не возникает ли у вас мысли, что эти фантастичные изображения куда ближе к реальности, чем к фантастике? Смотрите под ноги, когда гуляете по городу. Может быть, вы увидите окна в мир, который у нас украли.